Люди разуваются перед заходом в этот маленький бар. В Японии проституция запрещена законом, поэтому знаем. это не проститутки, но Да. деньги они получают. То есть, если кто-то там вдруг в люфте решит нагадить, все это увидят. 8 этажей вот этих вот одинаковых орущих игровых автоматов. Смотрите и перенимайте японский опыт. Все? Ты все сказал? Друзья, что, друзья, мы с вами снова в Японии. Уже который раз на моем канале выходило много роликов про Японию. Обязательно посмотрите, ссылочку на них оставлю в описании. А я пытаюсь перекричать мужика на станции. Я сейчас жду поезд, чтобы... Я сейчас нахожусь в аэропорту Токио, куда я прилетел, чтобы в очередной раз изучить эту удивительную страну. В планах у нас поехать на север от Токио, доехать до самого севера Японии, посмотреть через пролив на Курильские острова. Мужик, да хватит орать. Друзья, будет очень интересно, поэтому сразу ставьте лайк, а сегодня мы идем гулять по вечернему Токио. В Японии, конечно, огромные проблемы с графикой, потому что вся навигация, все, что они делают, оно настолько непонятно и странно смотрится. Интересно, почему у них нет ни одного графического дизайнера. Вот посмотрите на все эти цифры, таблицы, схемы. По уровню понятности это примерно как в Калининграде. Автобусные маршруты обозначены. Тоже невозможно ничего разобрать, если ты сам это не чертил. Это, кажется, в Японии единственный человек, кто понимает вот все эти схемы, это автор, кто начертил это. Так, прибывает поезд, и мы сейчас будем в лучших традициях классического кинематографа снимать фильм «Прибытие поезда». В Японии, кстати, очень дисциплинированный народ. Видите, они все стоят, никто не толпится, они всегда будут стоять в очереди. Этим иногда пользуются ушлые китайцы, которые знают, что японцы вежливые и не будут делать никому замечаний, они лезут без очереди. Кстати, что круто, здесь много из разных конкурирующих компаний, и есть несколько поездов, экспрессов, которые идут до разных станций, и много вариантов, как доехать до города. В общем, есть разные поезда, они приходят на разные платформы. А еще есть такси, но такси стоит $200, чтобы доехать. Сейчас я вам покажу, как можно круто сделать фудкорт. Вот. Смотрите и перенимайте японский опыт. Смотрите, какая красота. Вот именно в плане дизайна и атмосферы. Был какой-то пустырь, и они расположили... здесь есть какие-то вот фудтраки. Какой-то, вот, видите, тут стоит гриль. Сейчас из-за того, что идет дождь, не очень все это хорошо выглядит. Такие вот лавочки с деревянными столами. Такой навес. Но вот именно с точки зрения вот стиля, как это выглядит, это очень круто. Посмотрите, вот, например, такой пивной ларечек. Тут стоит разливное пиво, какие-то бургеры, везде какие-то скамеечки, столики. Есть какая-то гавайская тема, да, тоже, видите, как все оформлено. Есть какой-то вот черный домик, обогреватели, еще что-то. Вот все это сделано на основе фудтраков, на основе каких-то маленьких киосков, но стилистически, из-за того, что они используют такое дерево, натуральные материалы, и все это так вот выдержанное, невероятно такое атмосферное место, классное. Здесь всегда много народу, когда хорошая погода. И просто вот на месте пустыря украшение города получается. Берите пример с японцев. О, это бар! Слушай, я не понял. Ну пойдем, только как туда пойдем. Написано, что они закрыты. Но там есть люди. Здесь вообще какой-то маленький вот на 3 стульчика, такой вот барчик. В каждом барчике вон куча людей. Они такие вот маленькие. И везде куча людей. Очень атмосферно. Тут еще можно зайти. Какие-то вот узкие улочки. Шириной где-то сантиметров 70. А вот здесь другая улочка еще с кучей баров. Вот это вот такая вот настоящая Япония. Мало таких мест уже осталось. И здесь, видите, вот в каждом окошке
Там сидят люди, маленькие барчики, есть некоторые вообще там на 2-3 человека. Здесь, говорят, вывеска висит, да, то, что 1000 йен с человека взимается сразу за столик. Видите, вот там вот такие вот очень мало людей сидит. Эти закрыты. Кстати, вот очень мило, обратите внимание, то, что люди разуваются перед заходом в этот маленький бар. Вот здесь вот такая есть стойка с обувью, чтобы не натоптали там хозяину. Так, подожди, вот мы поднялись наверх, что здесь есть? Тут есть... Мы вот здесь наверху будем сидеть, да? Так, мы играем в нарды, в баре. В баре, вот где вы еще видели бар, где можно играть в нарды? Ты куда пошла? Ты подожди, это как так быстро? А вот так. Стоп, подожди, это как так? Я была вот здесь. А, тут что-то как-то через... Вообще... Была вот здесь, раз, два. Подожди, мы что-то, по-моему, не так делаем. Раз, два. Все так делаем? Ты уверена? А нет, нет, вот так вот. Вот по кругу мы идем, по кругу. Да нет, 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 по кругу. Мы играем в нарды, и никто не знает правил. Обратите внимание, если в России, ну и вообще во всех странах люди ходят с разноцветными зонтами, то здесь почти у всех зонты такие белые. Это такие самые дешевые одноразовые зонтики, которые продаются в всяких магазинах, по 7-Eleven, их дают в транспорте, их дают в гостиницах, то есть такие вот самые дешевые одноразовые зонтики. Из-за этого, когда вот здесь начинается дождливая погода, это очень странно выглядит, куча людей с белыми зонтами. Это, кстати, Сибуя или Шибуя, самый, считается, загруженный перекресток в мире по пешеходопотоку. Видите, его все переходят. Сейчас дождь, это особенно красиво смотрится. А вот там вот этот большой ТПУ, там торговый центр, пересадки на разные станции метро. И народ стоит и наблюдает, как вот здесь куча людей постоянно этот перекресток пересекает. Смотрите, сколько вообще людей с зонтами. Это при том, что сейчас уже поздний вечер и людей вообще мало. Мы куда идем? Мы идем в квартал Лав-отелей пить пиво в Миккеллере. Что такое лав-отели? Лав-отели — это те места, в которые солариманы водят своих девочек на одну ночь или на Стоп. день. Кто кого водит куда? Соларимены, Это что такое? Это офисные дядьки такие. Они водят кого-то туда, в эти лав-отели? Ну, например, подцепил девчонку, и надо с ней где-то уединиться. Так. Вот. Тут очень много мест, где подцепить девчонок, а все места, где уединиться, собраны в одном квартале. Ты имеешь в виду просто знакомство или проституток? В Японии проституция запрещена законом, Это мы поэтому знаем. это не проститутки, но Да. деньги они получают. Это не проститутки. Некоторые из них это делают реально, ну, чтобы, я не знаю, получить удовольствие, возможно. Вряд ли. Не верю в это. Ну да. Слушай, ну насколько я знаю, в Японии проституция считается только вагинальный контакт. То есть Нет. все остальное, то, что, ну, у них же это открыто все остальное предлагается. Это, по-моему, не считается незаконно. Это все очень неподробно описано в законе, поэтому лазейку можно всегда найти. Ну, Нет, например, вот смотри, нет, именно насколько я знаю, то есть они же одномерно открыто предлагают меня. И он открыто предлагается там и все, ну, все остальное, потому что это не подпадает под закон о проституции. Дело в том, что в Японии законы устроены так, что запрещено все, что не разрешено. Поэтому, если в законе не написано, Подожди, то в принципе можно. хорошо, я тебя так спрошу, разрешено ли идти с оранжевым зонтом по улице? А? Но это вопрос Нет, это вопрос, что сейчас человек идет с оранжевым зонтом. Может, он нелегально идет. Смотри, все идут с белыми и черными зонтами, а человек идет с оранжевым. То есть можно там его просто- скрутить и проявить гражданскую сознательность и сдать в полицию. Хорошо. Дело в том, что про зонты вообще ничего нет в законе. Опаньки! То есть, может быть, и ты незаконно идешь со своим зонтом. Может быть. Ну, вот все, что не написано в законе, может быть использовано против тебя. Например, про скейт не написано в законе. Но Да. поскольку не написано, они это могут Расскажи, использовать пожалуйста, так, что... как тебя притесняют с твоим скейтом? Я, значит, еду по улице. Так. Подходит мент, говорит: стоп, слезай. А ты ему такая мент поганый. Или как? Я делаю лицо кирпичом.
И ты ну, берешь под мышку свой скейт и все. Да, именно так. 20 минут эстетических процедур. Эстетических процедур. Да. То есть эстетические процедуры разрешены законом. Эстетические процедуры, да. Токио готовится к Олимпийским играм 2020 года. И вот эти вот такие новенькие модные такси здесь везде. Исторически у них везде были Toyota Crown старые, но в них нельзя инвалидам было ездить. Поэтому вот сейчас вот сделали такие такси, Toyota ездят. А это, напоминаю, очень классная штука на переходе. Есть такая кнопка, чтобы светофор дольше горел. Совершенно внезапно в Токио я нашел кофейню Blue Bottle. Это американская сеть. Я про нее рассказывал. Она есть во многих городах Америки. Такая, наверное, одна из лучших сетевых кофеин в мире. И вот, оказывается, у них есть уже несколько кофеин в Токио. Вот так вот все это дело выглядит. Это лифт, который ведет в метро. А чтобы не было скучно его ждать, тут висит камера, которая показывает, что в лифте происходит. То есть, если кто-то там вдруг в лифте решит нагадить, все это увидят. А особенно забавно, кстати, смотреть, когда кто-то едет один там. Как он начинает смотреться в зеркало, прихорашиваться. Тем более, когда люди не знают, что их снимают и показывают на улице. В японском метро везде есть лифты и эскалаторы, но их не всегда просто найти. Поэтому вот иногда люди с чемоданами прыгают по лестницам. В метро начался док, и вот такие вот огромные очереди выстроились к автоматам по продаже билетов. При этом стоит много туристов. Вот я, видимо, приехал на какую-то неправильную станцию. Сегодня еще 1 мая, поэтому тут столько туристов. И японцы, кстати, тоже, как и у нас, отдыхают, только они отдыхают 10 дней. Посмотрите, как все ровненько стоят в очередь на посадку. То есть никто не толпится около входа. Все аккуратненько вот выстроились друг за дружкой и стоят в очереди, ждут свой поезд. Есть вот одинокий дедушка-смотритель, грустно ждет поезд. Посмотрите, сколько камер хранения. Это очень распространенная штука в Японии. Они есть в торговых центрах, на всех транспортных узлах, на каждой станции метро, просто по городу стоят. Очень удобно, когда нужно оставить, например, чемодан или сумки. Вот. И вот это Акихабара станция. Посмотрите, вот повсюду все стены в этих локерах. Есть большие, за 700 йен в них можно оставить чемодан. Ну и поменьше 500 и 400 для сумочки. Оплатить можно проездным, местные вот. Это карта оплаты бесконтактная местная. Или монетками. Здесь везде очень много народу стало. И почему-то все стоят в очередях. Японцы очень любят стоять в очередях. А еще японцы очень любят очень круто оформлять стройки. Я про стройки много рассказывал. Коротко повторюсь для тех, кто пропустил. Все строительные площадки у них преимущественно обнесены белым забором. Белым скотчем все подклеено, чтобы ни одна пылинка оттуда не выпрыгнула. Обязательно есть вот прозрачные элементы, чтобы вы понимали, что там происходит. Вот белые двери. И потому что стройка у них символизирует не грязь, какую-то зону отчуждения, а чистоту и порядок. Почему народ стоит в очередях? Народ разъезжается сейчас в отпуск. Сейчас праздники майские начались. Сегодня 1 мая. Они едут к себе домой и покупают подарки. Поэтому вот сметают все на своем пути. Вот здесь магазин сладостей огромный. И видите, народ затаривается сладостями, конфетками. Быстрее. В Японии у них очень все вот эти вот истории со сладостями распространены, потому что принято, когда ты куда-то едешь путешествовать, коллегам по работе, друзьям привозить сладенькое, конфетки. Поэтому все сладости, они в индивидуальных упаковках. Вот это печенье, ты можешь купить коробку печенья и каждому дать по печенью, потому что все в отдельной упаковке. И вот тут вот все наборы, они как раз специально сделаны, чтобы было удобно дарить.
народ какими-то огромными рядами, как курицы на птицефабрике сидит, играет, а при этом каждый второй курит, воняет этим сигаретным дымом, но самое ужасное, что каждый автомат издает какой-то оглушительный шум. Я не понимаю, как можно находиться больше минуты. То есть, что эти люди принимают? 8 этажей вот этих вот одинаковых, орущих игровых автоматов. Как там люди играют, я не знаю. Если кто-то в это играл, напишите, что нужно выпить, съесть какие-то таблетки, чтобы не умереть там через минуту.